Здравствуйте, мои дорогие, любимые! Сегодня у нас очень необычное видео. Оно расскажет вам, что случится с вами, когда вам исполнится 22 года. А какие события будут основные в вашей жизни. И, возможно, вы очень удивитесь тому, что действительно там будет происходить. И какой будет ваша жизнь, когда вам исполнится 22. Вы знаете, вот жизнь делится на некоторые циклы. И каждые 11 лет это очень интересный такой момент. Момент прорыва духовного развития и перехода на следующий этап. И вот этот переход вы не должны пропустить в 22 года. Первый переход был в 11 лет. И давайте посмотрим, что же вас там такое интересное ждет. У нас с вами будет 3 позиции. Видео всегда актуально в тот момент, когда вы его открыли. И, естественно, до достижения 22-летнего возраста. Итак, это видео может вас очень удивить, буквально шокировать, что произойдет в вашей жизни, когда вам исполнится 22. Я выкладываю 3 карты. 3 карты. Это вы сейчас. Вот сейчас, когда вы смотрите видео. Кто вы? По этой карте вы определяетесь, правильно ли выбрали позицию. Давайте обозначим позиции. Первая. Вторая. Третья. Выберите ту, которая вам либо по брошечке больше нравится, либо по карте, либо вот своим внутренним ощущениям. Кто вы? И что произойдет с вами, когда исполнится 22 года? Что там будет? И я начинаю. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. Я выбираю последние 2 позиции. И смотрим самую первую. Что случится, когда вам будет 22 года? Первая карта – это вы сейчас. Вы по ней ориентируетесь. Кто вы, что вы, правильно ли вы выбрали позицию. Тут у нас карта сила. Сила очень хорошая карта. Она показывает мощного, сильного лидера. Человека, который хочет чего-то в жизни добиться и старается, пробивается. А также это приручение льва. Вы можете справляться со своими сейчас недостатками, внутренними страстями, разными, там, не знаю, какими-то недочетами, да, в своей жизни. А также можете пытаться укротить какого-то человека и приручить его, близкого человека или любимого человека. Карта иногда показывает очень сильную любовь и взаимные чувства. Может быть, вы сейчас в этой любви живете и находитесь. Но иногда это любовь и дружба с собой, да. То есть, если вы видите в себе какие-то явные недостатки, хочется все исправить, проконтролировать и стать, кем-то успешным в жизни. Поэтому сила показывает вот такого вот прям человека-льва, да, или львицу, кто готов бороться за себя. И также вот даже знаки зодиака иногда показывают. Очень редко, но показывают там лев, дева. Почему дева? Потому что вот она наша дева, вот наш лев, да. Поэтому, это 2 очень целеустремленных знака. Дева любит много работать, трудоголик. Лев у нас такой центральная фигура, светится весь, да, артистичный, яркий. И хочет, чтобы все его любили, поклонялись ему, ценили его. Поэтому здесь, да, 2 звезды такие у нас. Это не значит, что у вас должен быть такой знак зодиака. Просто карта очень символичная. Она показывает вот такого вот прям вот очень интересного, яркого человека, личность, настоящую личность с талантами. И я думаю, что это вы, да, личность с талантами, это точно вы. Не факт, что у вас, конечно, такой знак зодиака, но это вы. Сильная личность. Хорошо. Давайте посмотрим, что произойдет, когда вам будет 22 года. Какие события вас ждут в жизни. Рыцарь кубков. Десятка жезлов. Туз кубков.
Двойка кубков. Паш кубков. Вы знаете, вы такой вот человек, яркий, конечно, интересный, но в 22 года у вас идет период очень большой любви и брака. То есть вот будут, конечно, отношения не гладкие, не идеальные совсем, да. В этих отношениях вы длительное время будете преодолевать какие-то тяжести и сложности, однако в 22 года вас ждет именно свадьба. Вот карты здесь показали того, кто любит вас или будет любить в то время. И вот прям, видите, прям вот она свадьба между вами, вот большая любовь, люди женятся, люди объединяются, люди вместе живут, у них гармония, у них счастье. Смотрите, здесь у нас Паш кубков, он показывает и признание в любви, и предложение руки и сердца. Туз кубков — большая взаимная любовь, понимаете? То есть вот у вас так получилось, да, что рано, может быть, и рано выходить замуж, жениться в 22 года, но у вас по судьбе так идет вот это прорыв в вашей жизни такой, да, вот серьезный поворот, что вы определяетесь с спутником или спутницей жизни и будете уже в брак вступать. Большая, чистая, светлая любовь, страсть, увлеченность друг другом невероятная просто. И дает эта любовь вам творческий полет в жизни, когда работать даже хочется, вот творить что-то хочется, творчество свое развивать хочется или бизнес. И, конечно, в будущем, вот после уже 22 лет, после того, как у вас будет свадьба, и вы объединитесь со своей второй половинкой, вы уже сможете там развивать и дальше, допустим, там работу, бизнес, творчество. Но стимул для этого у вас будет в этой любви. И в этом браке Паш кубков даже может означать намек на ребенка. То есть, что у вас может даже уже наступить беременность у вас или у вашей партнерши, и может появиться в будущем ребенок. Но вот самое яркое, что у вас будет, да, в 22, это свадьба. Так получилось рано, но вот многие говорят, что да, рано. Но у вас выпала именно свадьба, большая любовь. Такая у нас первая позиция. А мы идем с вами дальше. Позиции номер 2. Вы будете шокированы, что за событие вас ждет невероятное, когда у вас наступит возраст 22 года, да, когда вам исполнится 22 года. Что вас ждет? Давайте посмотрим. И первая карта — это вы сейчас. Кто вы? По этой карте вы ориентируетесь, правильно ли вы выбрали позицию. Вот смотрите, вы шестерка мечей. Вы человек, который покидает одно место и идет в другое. Это может быть переход, там, допустим, с одного учебного заведения в другое, с одной работы на другую, из одного дома переезжаете в другой, из одной страны в другую, вот так, прям так. То есть состояние перехода, отправились в путешествие. Может, вы просто сейчас едете, да? То есть смотрите видео и там находитесь в поездке, в путешествии. Поэтому шестерка мечей выпала. Она как индикатор, да, вот этого путешествия. На лодке куда-то там плывем и отправляемся. Ну, не обязательно, что на лодке. Может быть, вы отправляетесь на машине, на поезде, на самолете, да. Но у вас дорога идет, в жизни дорога, путь, все меняется сейчас, на данный момент, когда вы смотрите это видео. Ваша жизнь меняется. Вы как будто бы пытаетесь уйти от каких-то трудностей, проблем в жизни, поменять все в лучшую сторону. Ищите свое счастье. И, естественно, вы его обязательно найдете. Поверьте мне. Давайте посмотрим, что произойдет в вашей жизни, когда вам исполнится 22 года. Это очень важный возраст. Так, двойка жезлов. Четверка пентаклей. Девятка пентаклей. Дьявол. Император.
Вы знаете, карты здесь показали дьявольское везение, невероятную удачу и денежный прогресс. Возможно, да даже невозможно, а точно. В 22 года вы начнете по-крупному уже зарабатывать. И сначала вы обретете просто финансовую стабильность, а потом уже и процветание. Вы будете занимать какие-то лидерские позиции. Ну, например, хозяин бизнеса или хозяйка, там, не знаю, салона или еще чего-нибудь, да, магазина, кофейни, что угодно. У вас может быть какой-то бизнес. Вы уже можете себя пробовать в этом. Ну, или просто начинать какое-то дело. Вам что-то будет приносить прибыль. Может даже, ну, не знаю, блогинг, там, что угодно. Но то, что вы действительно постараетесь и в 22 года начнете хорошо зарабатывать, это точно. Карты здесь показывают, что для этого вам нужно будет составить очень хороший план или бизнес-план и сделать выбор, одно из двух, что мне делать, как мне быть. Этот выбор будет невероятно сложный. Для девушки или женщины, ну как девушки, да, мужчина какой-то сыграет в вашей жизни невероятно важную роль, но вы с этим мужчиной не будете в браке пока что. Это будет человек более состоятельный, чем вы. И он ну, сыграет в вашей жизни финансовую важную роль. Для мужчины вы попробуйте покорить этот мир, и у вас получится, идет финансовый расцвет. Я не говорю, что там в более поздние годы вы будете менее богаты. Нет, будете, скорее всего, увеличивать свой потенциал. Но в 22 уже будет очень неплохой потенциал по деньгам. И это вас сейчас, наверное, шокирует, потому что, может быть, к этому нет подвижек. Но вот именно в этом возрасте будут. То есть вы как-то так сосредоточитесь, да, сначала вот станете прям хорошо так встанете на ноги, появится откуда-то вот эта финансовая стабильность от какой-то работы, творчества, не знаю, заработка. А потом именно вверх вот так резко, да, по девятке пентаклей, может именно процветание быть. Я это называю дьявольским везением, да, удачей. Но когда выпадает карта дьявол, нужно будет что-то отдать, чтобы получить это, да. То есть она всегда так искушает. Или будут какие-то отношения, ведущие к этому, но именно искушающие отношения. То есть отношения пока вне брака. Такой ответ интересный дали карты. Так, а мы идем дальше. Мы идем дальше. Что случится в вашей жизни, когда вам исполнится 22 года? Давайте посмотрим, третья позиция. Первая карта – это вы сейчас. Вы сейчас у нас сова, да? Шестерка жезлов. Вы уже по жизни очень мудрый человек. С вами наверняка все или советуются, или как-то могут по душам разговаривать. И вы победитель по жизни. То есть вы человек очень энергичный, яркий, интересный, разносторонний, умный человек. Может быть, даже много читаете или развиваетесь, обучаетесь чему-то. И вам все интересно. Вы такой живчик, но любите ночь. Как любая сова, любите ночь. Вы король или королева ночи. И, соответственно, в жизни очень важных много моментов происходит по ночам. Откровений, разговоров, опять же, обучения или еще что-то. Много чего делаете именно по ночам. Если вы жаворонок, рано встаете, по ночам обычно спите, то это, наверное, не ваша карта, поищите другую позицию. А здесь, да, здесь именно человек с лидерскими качествами, умный, интересный, начитанный или вот как, ну, просто как развитый, да, и ну, люди как бы могут обращаться к такому человеку и по ночам многое делают. То есть вы любите эту ночь, вы не спите, наверное, ночью, часто не спите, да. Вообще, такой человек может даже есть по ночам, периодически идти там к холодильнику и что-то там брать по ночам. Ну и просто там смотреть что-то, слушать, книги там, аудиокниги. Не спится вам, не спится. Хорошо, давайте посмотрим, что произойдет в вашей жизни, когда вам исполнится 22 года. Это может вас шокировать, предупреждаю. Семерка мечей. Туз кубков. Ой,
Простите, 8 кубков. Я ас и ахт путаю постоянно. 8 кубков. 9 жезлов. 4 кубков. 8 пентаклей. Карты говорят, что вы будете невероятно загружены работой, учебой, не знаю, вот прям очень много трудиться, учиться, что-то делать, работать. Может быть, все вместе. В 22 года ваша деятельность будет кипеть. И из-за этого, из-за того, что вы будете много что-то вот прям делать, вы можете захотеть сменить место жительства, чтобы делать гораздо больше. Вот, у вас возможен кардинальный переезд в 22 года. Или длительное путешествие, возможно, в другую страну. Вы человек активный в жизни, яркий. И в 22 года вам захочется не просто покорить этот мир, а превозмочь прям даже свои какие-то способности. И когда вы сосредоточитесь на этом, возможно, вы изучите заранее, до 22 лет, да, ну, может быть, 2-3 иностранных языка, и решите сменить страну проживания или просто на длительное время уехать вот к тем носителям языка, да, которые вы изучаете. И вот карты-то здесь и говорят, что пахать вам и пахать много, причем заработать вы именно сможете, да, но самое важное это ну, такое развитие и жизнь в другой стране, изучение другой культуры, заведение там связей, друзей, новое общество, покорение новых вершин. У вас жизнь сложноватая в том плане, что когда ты переезжаешь в другую страну, а я-то знаю, это всегда адаптация, это всегда, ну, нужно привыкать очень долго. И, соответственно, это и кризис, и радость, понимаете? С одной стороны, я себя превозмог, переехал, да, или переехала, а с другой стороны, нужно привыкать к новому месту. И плюс там родственники далеко и так далее. Но вы вот такой вот яркий путешественник в жизни, ищите свое счастье. Между прочим, у вас может быть вполне в новом месте вот такие могут быть хорошие отношения с кем-то. Еще пока не брак, но любовь. Но именно когда вы уедете, переедете вот в это новое место. И там, да, там много будет работы. И деньги будут. Так что все будет отлично. Но если вы сейчас даже не думаете об этом и не собираетесь, знайте, что в будущем вот так все произойдет. И, конечно, вас это могло очень удивить. Ну, вот такая у нас 3-я позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.